8000 метров когда-то мне казалось чем-то совершенно нереальным и недостижимым. Пока в сентябре 2017 года я не сходил на вершину Манаслу высотой 8163 метра. Ровно год, чуть больше года прошло с того времени. За это время я успел подняться на Эверест, высочайшую вершину планеты. Видео об этом восхождении вы можете посмотреть вот здесь вверху. И создал свой YouTube канал. Собственно, ради YouTube канала решил записать видео о моем первом восхождении на 8000. Сделать это видео максимально полезным, разложить восхождение по полочкам. Здесь будет как прикладная информация, так и мои эмоции и переживания, которые я испытывал во время экспедиции. А в самом конце я отвечу на вопросы, которые вы оставили в моем Фейсбуке и Инстаграме. Важно! Все советы и рекомендации в этом видео – это лишь личный опыт, который ни в коем случае не стоит воспринимать как инструкцию к действию. Уж точно не стоит ходить по леднику в кроссовках, как это делал я. У вас есть свой здравый смысл, свой опыт. Все пропускайте через свои мозги. Лишний раз не рискуйте и помните, что ни одна гора не стоит вашей жизни. В двух словах расскажу о горе. Манаслу – это 8-я вершина мира высотой 8163 метра. Из санскрита название Манаслу переводится как «гора духа». И это название мне очень сильно откликается, потому что на подобных сложных вершинах в первую очередь проверяется именно сила духа. Сама вершина полностью находится в Гималаях на территории Непала в одноименном парке Манаслу. Первое восхождение датируется 1956 году. Оно проходило по северо-западной стене, по северному ребру вершины. И сейчас этот маршрут считается классическим. И около 95% восходителей идут именно по нему. Если заглянуть в Википедию, то смертность на Манаслу составляет 17,85%. Но эти данные перестали собираться с 2008 года, и они сильно устарели. Я думаю, реальный показатель около 3%, что делает Манаслу одним из самых безопасных восьмитысячников для восхождений. Основная опасность на горе – это сход лавин. В остальном она технически очень простая. И в принципе, каждый раз, идя на 8000, вы должны принимать этот риск. Я люблю ставить цели на голову выше своих возможностей. Именно так я расту. 8000 метров казалось мне совершенной фантастикой. Никто из моих знакомых не ходил на такую высоту. И у меня в голове зародилась мысль хотя бы попробовать сходить на один из 14 восьмитысячников мира. Я выбирал самый простой в техническом плане восьмитысячник и первоначально планировал подняться на Чоою. Я даже создал группу в Фейсбуке, куда пригласил всех своих друзей, которые хотя бы в теории могли меня поддержать в этом мероприятии. Но никто из них не поддержал, и на Чоою я так и не пошел. Чуть позже Маша Коваль и Андрей Вергелис вернулись со своей экспедиции на Манаслу. Андрей начал монтировать видосики, выкладывать их на YouTube, ссылка сверху. Я начал смотреть и заинтересовался этой вершиной. Я расспросил Андрея о деталях. Манаслу оказалась тоже технически несложной горой и в несколько раз дешевле, чем Чоою. Решено, идем на Манаслу. Два решающих фактора в выборе вершины. Первый – это дешевизна экспедиции. Второй – это небольшая техническая сложность горы. После решения мне осталось только набираться высотного опыта. К этому моменту у меня было всего две вершины. Это Эльбрус и Килиманджаро.
ну и еще 6 сезонов непальского трекинга. Но главное, что у меня было, это план восхождения на следующие горки с постепенным набором высоты. Так, в ноябре 2016 года я поднялся сразу на два гималайских шеститысячника. Это Мэра Пик и Island Пик. Была очень крутая экспедиция. Спасибо Денису Алимову за то, что пригласил поучаствовать. Тут я получил бесценный опыт. В январе 2017 года я быстренько сходил на Конкагуа. Восхождение заняло всего 1 неделю. У меня еще осталась акклиматизация после непальского сезона. Было весьма легко. Но это была, скажем так, несерьезная, нерабочая гора, потому что она не имеет никакой технической сложности, только высота. Следующей вершиной в моем списке был пик Ленина, 7134. Туда мы отправились в июле 2017 года. Хорошая, большая, тяжелая рабочая гора. Но на вершину мы так и не сходили из-за плохой погоды. На 6800, 6900 из-за сильнейшего ветра нам пришлось развернуться. Я не расстроился, ведь бесценный опыт, что было для меня главным, был получен. И я был готов, как я думал, к попытке восхождения на Манаслу. Идти одному на подобную вершину с моим опытом было бы совершенно неразумно, поэтому нужно было найти команду. Над опцией непальского шерпы я думал недолго, почти сразу решил пригласить кого-то с наших кулуаровских гидов и оплатить экспедицию для него. На это было 3 причины. Первая – это то, что мне хотелось самому поработать на горе и проверить себя по-настоящему. Вторая причина – это то, что кулуару будет полезно иметь гида с опытом 8000 метров. И третья причина – это то, что даже на двоих выходило по деньгах немножко дешевле, чем если брать шерпу. Среди наших гидов я тоже выбирал недолго. Я сразу предложил Саше Павлову, у него большой опыт. Мы с ним вместе ходили на Ленина. И он всегда за любой кипиш по поводу гор. Так вот и сложилась наша двойка, которая и отправилась на Манаслу. Шли мы по самому дешевому пакету, который стоил $2000. Сюда не входило абсолютно ничего, кроме документов. За все любые дополнительные услуги надо было платить сверху. Мы брали заброску груза в базовый лагерь, трансфер к началу маршрута, аренду палатки в базовом лагере и перила. Огромная благодарность Макалу Экстрим за то, что дали возможность вообще сходить на Манаслу и сделать это очень дешево. Но по ряду причин на следующей экспедиции я уже искал других партнеров организации восхождений на 8000. Так вот, общая стоимость экспедиции, включая вот этот самый базовый пакет, дополнительные услуги, еду, проживание на треке, для нас составила порядка $4000 на человека. Всего в экспедиции было 7 человек, которые шли по этому пакету. Мы прозвали его бомж-пакет. И сейчас я вас познакомлю с нашей командой. Это был я с Сашей в первую очередь, Вова Рожко и Дима Нечипаренко с Украины, Виталий Лазо, Антон Пуговикин и Олег Кондраков с России. Стоит отметить, что Виталий с Антоном спустились с вершины на лыжах и сняли об этом фильм «Фрирайд в зоне смерти». Ссылка будет вот здесь сверху. Мы все семером работали на горе совместно, часто помогали друг другу, подкармливали друг друга и очень сильно сдружились. Питание – это важнейший момент, на который мы с Сашей совершенно забили. У меня не было времени готовиться, он приехал в Непал прямо с Фан после похода 6-й категории. Соответственно, совершенно никакой раскладки у нас не было. Мы купили 100 пачек харчей, взяли сало с Украины, в Катманду докупили каких-то макарон и консерв, все это сгрузили в одну большую бочку и с этим поехали на гору. Сразу скажу, что я съел около 3 пачек, Саша же около 15 пачек этих харчей, все остальное мы привезли назад.
Это вследствие того, что аппетит у меня на горе был очень плохой, и сходили мы намного быстрее, чем планировали. Сразу же дам совет по питанию: берите как можно больше сала, сушеной рыбы, сушеного мяса и каких-то вкусностей. На горе, когда нет аппетита, лучше всего заходит именно то, что вкусно и приятно кушать. Завтрак, кусочек рыбки и чашечка чая. Второй важный стратегический момент – это продумать график акклиматизации и движения палаток по лагерям. К этому вопросу мы подошли более основательно и хорошенько советовались с Вергелисом. Андрей, полагаясь на свой опыт предыдущего восхождения, предложил нам график, и, собственно, примерно отталкиваясь от него, мы и планировали идти. Это очень важный вопрос. И давайте я вам лучше покажу экран и нарисую наш плановый график акклиматизации. Для лучшей наглядности я покажу вам график акклиматизации схематически. По горизонтали будут дни, а по вертикали будет высота. 14.09 по нашему первоначальному графику мы прибывали в базовый лагерь. В этот же день предполагалось прогуляться немножко выше высоты 5000 и спуститься на ночевку обратно в базовый лагерь. На следующий день переход в лагерь 1, высота 5800 и ночевка на этой же высоте. Еще на третий день работы на горе уже лагерь 2, высота 6300. Четвертый день выход в сторону лагеря 3, там уже как дойдем, в зависимости от состояния и сил, и спуск обратно прямо в базовый лагерь. Собственно, на этом завершается первый плановый акклиматизационный выход. После этого 2 дня отдыха, 18.09 и 19.09 в базовом лагере, и второй акклиматизационный выход. Все примерно так же, как первый раз. Выход в первый лагерь, ночевка там, выход в второй лагерь, ночевка во втором. Но тут уже мы выходим в третий лагерь, ночуем в третьем лагере. И после этого немножко гуляем в сторону четвертого лагеря, тоже опять же насколько хватит сил. И прямо в этот же день спускаемся в базовый лагерь. Дальше по плану целых 4 дня отдыха. 1, 2, 3, 4. И уже штурмовой выход. На штурмовой выход первая ночевка в лагере 1. Дальше мы пропускаем второй лагерь и сразу идем в лагерь 3. Ночуем в лагере 3. После этого ночуем в лагере 4. Собственно, сам штурм вершины, высота 8163, и в этот же день спуск в третий лагерь на ночевку. Дальше мы сваливаемся в базовый лагерь и куда-то вниз, возможно в самогон в тот же день. Вот такой вот ступенчатый график, очень хороший, правильный, постепенная акклиматизация, надежная. Акклиматизация получалась немножко жесткая в начале, но за счет 2 акклиматизационных выходов была весьма надежной. Но как вы можете догадаться, в нашем случае все пошло совершенно не так. Утомил я, наверное, вас уже длинной предысторией и сам очень утомился уже рассказывать. Но без нее было нельзя. Так вот, 4-5 сентября мы с Павловым приехали в Катманду, столицу Непала. 2 дня провели там, закупали необходимые продукты, подготавливали снаряжение, заканчивали какие-то формальности. И 7 сентября выехали в Тхарапани на машинах, автобусах и джипах. Именно отсюда начинается пешая часть подхода к горе. Мы идем пешком, а наше все экспедиционное снаряжение с машин перепаковывается на осликов.
К базовому лагерю Манаслу подход занимает 5 дней. Все это время мы свое снаряжение несли сами себе бронировали лоджии, сами в них и питались. На третий день прошли перевал высотой 5170. Это был длинный и тяжелый день. И уже тогда я думал, если сейчас на подходе так тяжело, то как же будет на горе? Но, тем не менее, на 5-й день мы дошли в Самогон, и это последний населенный пункт перед базовым лагерем. Дальше уже ослики не идут, все наше экспедиционное снаряжение нужно перепаковать на портеров. Мы с Сашей взяли 2 портеров и загрузили их максимально. Все, что, это вышло где-то по 35 килограмм на портера. Все остальное снаряжение, которое осталось, переделили между собой. У меня вышло 2 рюкзака. Один сзади большой, весом где-то 23-25 килограмм. И спереди маленький, в котором были необходимые вещи, такие как фотоаппарат и то, что надо достать, весом 7-8 килограмм. В сумме оба рюкзака весили плюс-минус 30 килограмм. Самогон находится на высоте 3490, наши палатки базового лагеря на высоте почти 5. Это 1500 метров набора за один день. Переход из Самогона в базовый лагерь для меня оказался одним из самых тяжелых моментов экспедиции. Резкий набор высоты, здоровенный рюкзак за плечами, 2 рюкзака. Отсутствие нормальной акклиматизации. Все это наложилось, и я думал, умру еще до подхода к базовому лагерю. Как назло, наши палатки находятся в самом дальнем конце. Базовый лагерь Манаслу большой, и он начинается на высоте где-то 4800. Наши же палатки почти на 5 находятся. И целых 1,5 часа я брел по базовому лагерю, делая остановки, отдыхая каждых 10 метров, наверное. В тот день я себе пообещал, что больше никогда я не буду ходить сразу с 2 рюкзаками. К моменту, когда я пришел к месту наших палаток, Саша уже установил ее и начал готовить нам обед. На вчерашнем совещании бомж-пакета было принято решение сегодня установить первый лагерь на высоте 5800. После такого изматывающего перехода в базлаг я отлично выспался и бодрый, полон сил проснулся. Сам переход в первый лагерь оказался очень простой. По плавному леднику мы дошли за 3 часа 30 минут. Забросили примерно по 20 килограмм снаряжения, установили палатку первого лагеря и в этот же день спустились в базовый лагерь на отдых. Утром выдвигаемся в лагерь 1. За плечами несем рюкзаки килограмм по 20. Идется очень легко. Всего с одним привалом мы прошли всю дистанцию и пришли к первому лагерю. Собственно, первый лагерь есть верхний и нижний. Мы ночуем в верхнем на высоте 5800. На следующий день у нас переход в лагерь 2. Он на высоте 6310 находится. И участок между первым и вторым лагерем на Манаслу считается наиболее технически сложным. Он проходит по разорванному ледопаду. Здесь есть несколько лестниц, несколько вертикальных отвесных таких ледяных стен. Но в то же время никакой особой сложности, все провешено перилами, и этот участок тоже проходится весьма быстро. Хотя, конечно, впервые идти на высоту 6300 с таким рюкзаком за спиной ожидаемо тяжело. 18.09 мы выдвигаемся в третий лагерь с целью получить акклиматизацию и забросить немножко снаряжения. Мы взяли с собой наш резервный кислородный баллон, который был, и еды. Третий лагерь находится на высоте 6750. Вова с Димой там поставили свою палатку, все свои вещи мы оставили у них. Хотелось прогуляться до 7000, я же еще никогда не был на такой высоте. Но сил на это у меня не хватило, я смог подняться только до 6850, шлось очень тяжело. У Павлова же была акклиматизация получше, он сходил на 7000, тоже медленно, неспешно. Потом спустился к нам в третий лагерь, и мы все вместе спустились уже во второй на 6300 на ночевку.
Небо начало затягивать плотными облаками, и мы поспешили вниз в базовый лагерь. Там собрались всем нашим бомж-пакетом и сели обсуждать планы. Ближайшие 3-4 дня передавали сильнейшие снегопады, и делать на горе было совершенно нечего. Оставаться в базовом лагере нам тоже не хотелось, наша еда была скудная и удобства были такие себе, поэтому мы решили в тот же день спуститься в самогон на отдых. Итого мы сбросили с третьего лагеря на высоте 6300, почти 3000 метров, и оказались среди деревьев на высоте 3490. Первая фаза работы на горе успешно завершена, установлены лагерь 1 и лагерь 2, и можно сделать определенные выводы по самочувствию. Каждый раз, идя в новый лагерь, мы за спиной несем рюкзак килограмм 20, и это ожидаемо тяжело. Но мы идем в спокойном темпе, никто никого не гонит. Саша идет немножко быстрее, я на час-полтора отстаю. Ребята наши другие пыхтят тоже плюс-минус в своем нашем темпе. А вот со сном намного хуже. За ночь может присниться несколько десятков коротких сновидений с такими же короткими паузами между ними. Ты постоянно ворочаешься, пытаясь найти более удобную позицию тела. И под утро уже мечтаешь, чтобы побыстрее закончилась ночь, можно было встать и начать работать на горе. Но при всем при этом утром я чувствую себя бодрым, полным сил и выспавшимся. С едой еще хуже, аппетита нет совсем. За 3 дня, которые мы провели на высоте выше 5800, я съел 1,5 пакета харчей, грамм 100 колбасы, сала и грамм 100 каких-то сладостей. Я вот удивляюсь, откуда вообще силы берутся ходить при таком скудном рационе, но всегда вспоминаю слова Никиты Балабанова, который говорил, что жирка в каждом из нас хватит на то, чтобы сходить на 8000. Я на это и надеюсь. Три ночи мы провели в самогоне, отсыпаясь на хороших кроватях и отдыхая. Были найдены мамошки по 150 рупий, были закуплены десятки свежих яиц, сваренные и тут же съедены, были выпиты литра пива. Отдых внизу он такой. Во время отдыха мы активно мониторим все погодные сайты в ожидании окна. И вот на следующей неделе такое представляется, будет несколько дней просто идеальнейшей погоды. Решено, 22.09 мы выдвигаемся в сторону Манасу. Это по плану должен быть второй акклимационный выход. Никто вслух не говорит, но все понимают, что скорее всего этот выход будет штурмовым. У меня сердце просто не на месте от переживания, ведь каждый следующий шаг будет шагом к нашей вершине. Друзья, во второй части я расскажу вам о штурмовом выходе, о том, как мы чуть не развернулись, о глюках на 8150, о тяжелейшем спуске. Будет очень интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить, и оставляйте комментарии, задавайте вопросы. На них я отвечу в самом конце видео. Все, всем пока.